Ну, рестарт прошел. И я бегу уже на отмель. Вот зайду только сюда. И буду сдавать свои квесты. Еще одна балаклава. Их тут что-то валяется прям миллион. Штук 5 встретил уже за... Да, наверное, минут за 10 игры. Ну так вот. Отправляюсь я сдавать квесты, которые у меня накопились еще с прошлой жизни, как ни странно. Ну, ладно, накопились и накопились. И потом отправлюсь, скорее всего, в Тулгу. Точнее, через Тулгу. Ну и попробую прорваться уже куда-нибудь на север. Слышу петушка, поэтому возвращаюсь обратно. Шанс перекусить. О, спасибо. Шанс перекусить я упускать не могу. А вот и он, кстати. Что творится? Еще один петух. Ой, не отпускает меня Электро. Так, ты где? Вроде прям тут рядом. Ну, типа там где-то на дороге, что ли? Ну все, покидаю я Электро. Было очень приятно. Ну и честно, это, наверное, самый лучший мой заход в этот город. Просто половину задач, которые я планировал выполнить как минимум до конца сезона, я их выполнил буквально за один день. Ну и это прикольно. На самом деле это позволит мне выполнить гораздо больше задач. Хочу я сделать максимально много. Все, что успею. Так. Я уже подбредаю к отмели. Вот я тут палочек наломал уже на костер. Ну и стрел надо подделать. Потом поставил я вот в той области оба своих селочка. Ну и, наверное, пока я тут занимаюсь всеми делами, там сдаю квесты, сушусь, отогреваюсь, жарюсь, то как раз там эти селочки более или менее поработают. Что, я надеюсь, обеспечит меня еще одним неплохим перекусом. 2 курочки должно пойматься. А это 4 кусочка мяса. Охоту я прочитал, у меня теперь 26% охоты. Это не хухры-мухры. Можно и на свинюшек поохотиться. Стрелять у меня есть чем, правда патронов маловато. Но есть арбалет. И разрезать тоже есть чем. Все-таки кувалда еще поношенная. Плюс я сделал 2 ножичка. В общем, дела-то у меня налаживаются. Неплохо так. Осталось бутылку найти, и можно отправляться в путешествие. О! А чё это тут у нас? Урёночек. Еще покушать мне принес. Молодец какой! Вот это я понимаю. Вот это уважуха. Пришел куренок сам. Практически в кастрюльку запрыгнул. Класс. Так, ну вот я, собственно, и сдал парочку квестов. Теперь у меня есть швейка и заветный пистолетик с магазином и патронами. Ну что же, сейчас жарюсь, чинюсь. И отправляюсь сначала, наверное, за селками. А потом уже и в Тулгу. Туда и направлюсь. Решил перед селочками заглянуть на окраину Камышова. Заодно тут пообедать. Ну и сходить за селками. Вот буквально крайние домики посмотрю. И все. О! Фляга. В камуфляже. С водой, кстати. Блин, прикольная штука, не встречал такую.
Недавно, что ли, ввели? Но это прям кайф. Она никуда не вешается, типа сюда. Ремня у меня нет, но... Но это круто. Теперь у меня есть запас воды. Вот можно и на севера отправляться. А емкость на ней не прописана, кстати. А, она маленькая совсем. 0,25. Буквально на глоточек. Но хотя с водой у меня проблем нет. Я так понимаю, что ее вполне себе можно ставить на печку. Кстати, сейчас я это проверю. Я надеюсь, смогу забрать это полено. Могу ведь? Да, смогу. Так, и... Ага. Она вот так вот, она не ставится. Она чисто под таблетки. Ну ладно, все равно лучше, чем ничего. Так что пригодится. Ну все, дальше решил не идти, не рисковать. Больно много там ментов ходит вокруг. Я, честно говоря, даже не знаю, оставили эту механику выбивания дверей у них или убрали. Потому что вот в Электре мент дверь не выбивал. Даже не пытался. Так что не хочу рисковать. Пойду-ка я лучше к селочкам, пока солнце не село. Так, первый селочек у нас успешный. Это мы дело. Пока, наверное, просто берем. И селок не повредился. Хорошо. И второй тоже успешный, как я посмотрю. Петушочек. Слышу петушка. Прям в Камышово он где-то заспавнился. Так что, возможно, я его заберу. Ну, конечно, если кто-то не возьмет раньше меня. Это могут. Ну, если даже и возьмут, запас еды у меня имеется. Все-таки неплохо иметь 2 селка. Так, ну я видел тут человека. Так что, скорее всего, эти дома уже залутаны. Ну и, конечно, он петушка забрал. В принципе, не обидно даже. Может, ему нужнее. А я, наверное, направлюсь сразу же в Тулгу. Что-то валяется, спортивные штаны. А мне не надо, что у меня? Что у меня по тряпкам, собственно? Где они у меня вообще? По-моему, я их отдавал, да. Я их отдавал. Значит, мне надо делать тряпки. А вот и первые домики Тулги. Сбегал я на вышечку, конечно, там ничего не нашел. Ну и, наверное, в первом же домике останусь на ночлег. Там пожарюсь, приготовлюсь, чтобы утречком это все съесть. И пойти посмотреть, что нам Тулга приготовила. Ну и планы у меня на нее это, конечно, отпиться, запастись водой. Ну и уже двигать на север. Еще медведь. И еще бабло. Куда девать? А, у меня такие есть. Тогда берем. Ну, Мишутка, извини, тебя уж не возьму. Может, ты кому-то добрую службу сослужишь. Уже наступил следующий день. Я тут пожарился. Нагрелся аж до желтой температуры. И направляюсь в саму Тулгу. Надеюсь, пробегу ее по-быстрому. Ну и двинусь куда-нибудь более севернее. Возможно, даже в старое. Наверное, не буду показывать, что будет происходить в Тулге, чтобы сэкономить время. Да и к тому же уже буквально через пару дней будет вайп, выходит обновление 1.
какое там уже, я уже и забыл, 1.15 или 16 уже. 15, по-моему. Будет оно 23 числа. Ну, как заявили разработчики, опять же. И надеюсь, что эта серия выйдет раньше. Надо подводить итоги, чем я займусь чуть попозже. А пока пролутаю эту деревеньку. Надежная куртка для выживания. Еще и со спичками, 8 штук. С червячком. Ну, берем, конечно. Как же не взять-то такую вещь? Это и слоты, и тепло. К тому же мне сейчас отправляться куда-то далеко придется. Полезно. Ну, вроде как домики пробежал. Теперь надо заполнить нашу фляжку. Как-то отпиться максимально. Ну и двигать. Так-то, конечно, бонус уже тепловой прошел. Идти-то довольно далеко, есть шанс подмерзнуть. Но задерживаться я не хочу. Времени у меня осталось мало, чтобы побегать вообще. Поэтому, наверное, двинусь сразу. Пока в сторону мсты, а там, может, заверну на старые. Да, нашел я тут курицу, так что, наверное, придется жарить. Ну, заодно высушу вещи, раз уж так. И бегом, бегом в мсту. Ну все, подкрепились, можно бежать. Даже до белого яблока отъелся. Ну и раз уж я тут все равно бегу, то немножко порассказываю о дальнейших планах, точнее продолжу рассказывать. И подведу некоторые итоги. Ну, во-первых, о планах. Как уже, наверное, все знают, я перейду на другой проект. Возможно, временно, возможно, там будет всего лишь пару серий отснято. Это как пойдет. Может, мне вообще там не понравится, и я решу сразу же перейти на что-то другое. На этот проект я обязательно вернусь. Рано или поздно все равно. Так как проект мне очень понравился. Хотя у него есть еще куда расти, и это на самом деле хорошо. Потому что, как мне кажется, если расти некуда, то, соответственно, у проекта проблемы. Под конец сезона онлайн, конечно же, упал, но это бывает всегда и везде. Но вот в начале, после вайпа, сервер практически был, да не практически, а был забит под завязку, еще и очереди, что, конечно, приносило некоторые проблемы. Но это мелочи. А в общем и целом проект хорош. И да, если у вас есть какие-то тоже на примете интересные проекты, то точнее, то можете написать о них в комментариях. Может быть, я пойду посмотрю, что там вообще да как. Как знать. А сейчас, я думаю, направлюсь все-таки в старое. Мста довольно маленький городок, не знаю, есть ли смысл мне тратить на него время. Так как по воде у меня запас ограничен, у меня всего лишь, по-моему, 3 хлорные таблетки. И на эту фляжку я их тратить явно не хочу, потому что тут буквально пара глоточков и все. А таблетка тратится на целую емкость, и, соответственно, на кастрюлю ее потратить будет значительно выгоднее. Поэтому и направляюсь в старое. Ну и в надежде найти там какую-нибудь посудину. Чайник, кастрюля, бутылка на крайний случай. Медочек лежит. Прям на заправке. Ну да, с едой у меня теперь проблем вообще не будет. Так можно и до целого яблока отъесться. Кстати говоря, по-моему, последние дни на проекте, несмотря на то, что он ПВЕ, перед вайпом включают PvP режим. Но вот
точно, честно говоря, не помню, это только военных касается или всей карты в общем. По-моему, только военных. Ну, в любом случае, на военку мне дорога закрыта, так как противогазов у меня нет. А фильтры и патроны, по-моему, добавлены на трейд-зону. Так что можно повоевать последние денечки. Ну а так по карте я никого атаковать не собираюсь. Да у меня особо-то и нечем. Ну, убьют так убьют. Ладно уж. Ничего себе, в больницу лут завезли. Когда такое было, уже не помню. Ну, адреналинчик. В принципе, неплохо. Ну и все на этом. Больше ничего нет. Получил я опять тычку. И что мне с этим делать? Я не понял, это мент, что ли, был? Там, скорее всего, заражение крови. Вроде как, по признакам. Это мне есть чем вылечить. Психичка тоже сразу же вылезла. Так, где у меня все вообще? Тут, кажись. Нет. Вот оно. Так, чтобы это все в текстуру не провалилось, сделаем так. Да, это заражение крови как минимум. Хорошо, хоть по этим звукам можно определять. Тестер пока не хочу использовать. Посмотрим. Ну, а этих молодых людей мы, пожалуй, отстрелим. А где второй? Куда делся? А, вот он сидит. Ну и ладненько. Хотел я посмотреть, выбивают ли менты двери, но что-то как-то не срослось. Как-то они прям налетели всей толпой. И чуть все это там и не закончилось. Ну да. Заражение крови у меня только было, оно прошло. Осталась, в принципе, только психичка. Но у меня как раз была одна таблеточка. Я думаю, я ее приму, когда пройдет действие тетрациклина. О, хлорные таблеточки. Целых 5 штук. Это прям полезно мне будет. До сих пор я не нашел никакой тары. И вот там вот в стороне ходит батюшка. Так что, возможно, около церкви сейчас никого нету. Можно попробовать туда сходить. Ну, либо опять придется бегать. Батареечка. Не то, чтобы мне очень надо. Но надо брать. Так. Тут что-то прям накидали. Ну, возьму все, перчатки. Раз лежат, что не взять. Комплект для сбора крови. Да так-то мне он не особо и нужен на самом деле. Вроде как они дорогие, но а толку мне от него? На алтарь я не собираюсь. Так что, в принципе, мне он не надо. Ну, а сливать кровь мне особо-то тоже такое себе. И так весь сезон черно-белый пробегал. О, цвета вернулись. Помогла таблеточка. Что-то уже солнце заходит, луна в небе. По-моему, пора на боковую. А то сейчас прям резко стемнеет и все. Устроюсь я, наверное, вот там вот в колхозе.
Где-нибудь в сарайчике. Ну а с утречка оттуда и выдвинусь. Ага, понятно. Тогда я здесь останусь. Плоскогубцы лежат. Вот этот поворот. Сейчас бы мне базу строить. Но я уже не успеваю. Пробежал я старое и направлюсь, наверное, в Гуглово. Возможно, пойду через Шаковку. Так, а это мне примерно на северо-запад. Так, ну давай. Что случилось? О, компас забаговался. Отлично. А вот, открылся. Северо-запад у нас вот туда. Туда и пойдем. О, овечки. Поохотиться, что ли, напоследок. Тут вроде местечко тихое. Зомбаков не наблюдаю. Так что, в принципе, можно и пострелять. Ну вот. Сейчас еще мясо появится. Да, ну мясо, мягко говоря, так себе. Ну, хотя бы оно меня согревает. Вот там вот впереди виднеется какой-то дом. Надо уже жечь костер, потому как что-то я подмерзаю. И, возможно, это уже первые дома Шаковки. По крайней мере, если идти вот по этой лэпке, то она как раз в город заходит. Ну да, это, скорее всего, она. Вон табличка висит. Так что в первом же доме надо отогреваться. А то метель. Вещи промокли, ну и как обычно. Бинтик еще один. Возьмем. Вообще так-то можно бы было, конечно, поставить силки. Там пробежать всю эту деревушку, собрать мясо. Но, честно говоря, не очень я хочу этим заниматься. Да и, в принципе, еды у меня хватает. А конечной точкой я буду считать алтарь. Так как, если мне не изменяет память... Ого. То в этом сезоне я на алтаре даже и не был. Что-то как-то не свезло мне там побывать. Ну вот, как раз и побываем. Вот это бахнуло сейчас. Интересно, это где? Куда это упало? Не на меня, я надеюсь. А то серия закончится раньше, чем я планировал. Так, пока ничего не вижу. Так, надо глянуть карту. Ну, ближайшее падение, как написано опять же на карте, это рядом с пустошкой. То ли там промка, то ли что. Но как-то снаряд упал прям совсем вот-вот. Даже было слышно свист. Чё, метель такая? Ничего не видно. Куда-то туда, по-моему, он упал. Что там у нас? Ну, так-то да, похоже. Похоже, что на ту промку он упал. Ну и вроде как что-то там менялась какая-то вот эта озвучка снарядов. Так что, вероятно, он туда и свалился.
Ну ладно, буду надеяться. А то какое-то тут все такое желтенькое, то ли от метели, то ли от чего. Непонятно. Пила, кстати. Прям вот делай базу, и все тут. Но у меня все равно не сделать, замка у меня нету. Да и гвоздей тоже. Просто возьму пилу. Я ж на алтарь иду. Поясная сумочка Вудланд. Угу. 15 слотов, плюс маленький топорик, плюс для кабуры слот. Ну, я ничего не могу сделать с ней. Моя меня более чем устраивает. Хотя слотов только 9, но туда сразу вешается пистолет, который сам по себе, по-моему, 8 слотов занимает. Но я ее возьму. Короче, передумал я. Передумал я идти в Гуглово. Не вижу от этого большого прям смысла. Так как... Ну, так как сезон надо чем-то заканчивать, то двину я в горку. Если меня по дороге не сожрет какая-нибудь псина, то там и увидимся. Кстати, магазин на... Вепрь, что ли, или что это? Ну, похоже, что вепрь. Ни разу с ним не бегал как-то. Не доводилось. А тут у нас... Понятно. Тут у нас как обычно. Ну ладно. О, что-то лежит. Прочный нож. По сути, вроде как обычный военный, но не такой уж обычный. С логотипом сервера. Точнее, проекта. Может, у него какие-то там характеристики изменены. Так, осмотреть. 500 хп. Ну, неплохо. Обзавелся ножичком. Почему я бегу на запад? Я не должен бежать на запад. Куда? А, тут дорога сворачивает. Ладно, на запад так на запад. Витаминки левитирующие. Магия. Так, витаминки у меня были. Берем. До горки я еще не дошел, но коров уже слышно. Коровы, как я помню, пасутся там на полянке около горки. Так что, стало быть, я совсем рядом. А вот, собственно, и горочка. Опять-таки не буду ее лутать полностью, потому что, ну, смысла большого нет. О, вот и люди. Что они могут предложить? Да-да. Да-да. У тебя нет штаны химзы? Не, у меня вообще химзы нет. Мы типа решили под конец вайпа на радийку сходить. Как цель выполнить. Понятненько. Может, вам А что надо отдать? А я так гуляю. А мне нам ничего не надо. Есть только деньги. Деньги у меня по мелочи есть, могу скинуть. Вон есть плоскогубцы, есть пила, не надо. Да нет, нет. Хотя давай. Хотя да. Ну, держи вот плоскогубцы. Пила вот может нужна. Спасибо. Сейчас, ну, деньги, я думаю, вам такие надо, не надо. Давай косарь, что лишнего не будет.
Вот еще забирай. Ага. Там вроде патроны, фильтра продаются на трейде. Так, Спасибо. может, Да, вот хватит мы на хотим что? сейчас. Да, может хватит нам. Нам штаны и фильтр нужен. Ну, Ага, так. спасибо. Магазин на вепре, кстати, вроде это ж, да? Может, понадобится вам. Да, давай чекнем. Вот заодно и комплектик тоже пригодится, я думаю, пострелять. Ну, братан, ладненько. просто побежим тогда. Так а чё, я, может, тогда и с вами сгоняю, вам вообще все вещи скину, вы их продадите. Ну, смотри сам. Я-то просто хотел тут залутаться, да пойти в горке все вещи в бак скинуть. Так что, Ну, смотри сам. ну, Давай, пойдемте. можно так? Пойдемте. Ну вот и нашел я попутчиков. Заодно и людям Просто у полезное нас один сделаю. комплект есть без штанов. Может на второй даже хватит. С такими темпами. Продадут они мои шмотки, купят, может. Может, хватит им на химзу. Так что не зря я сюда шел. Да, нормально так накидали. Ну чё, смотрите, что вам тут надо, не надо. Угу. Можете Ну, вообще ну, все нормально. продавать. Ну, дальше посмотрим. Что может продать. А там забирайте, может, патроны пригодятся. Это. Короче, что продается, то продавайте. Может, хватит вам на фильтрада, на что-нибудь. Спасибо. Спасибо, да. Ладно, давайте, Будьте удачи здоров, вам на посмотреть. военке. Давай, Да, спасибо. тебе. Спасибо. Давай, удачи. Давай, счастливо. Пока. Вот так вот и закончилось мое выживание в этом сезоне. Надеюсь, что в ближайшее время я сюда вернусь, потому что хочется все-таки видеть какие-то изменения и все такое. Вроде как они готовятся на этом проекте. Так что до скорых встреч.